От Агадира до Эссуэйры около 170 километров, и автобус идет примерно 3 часа. Треть пути очень живописная, дорога идет вдоль океана. Видны пляжи, серферские деревни, редкие отели. Потом начинается однообразный каменистый пейзаж с органовыми деревьями, поскольку только они могут выдерживать жару более 50 градусов и плохую почву. Туристам часто показывают коз, лазающих по деревьям, но это является постановкой, поскольку козы очень редко взбираются на деревья без вмешательства человека. По пути встречаются абсолютно аутентичные марокканские деревни, где, наверное, не бывает туристов. Если убрать авто, то местами очень похожи на декорации к историческому фильму. Но некоторые городки вполне современные. Африканская дорога. Остановка 25 минут между Агадиром и Эссуэйрой. Автобус, конечно, грязноват. Вот такой вот остановка. Тут же налетают торговцы, предлагают таджин, предлагают поесть, Wi-Fi, все такое. Жизнь кипит на остановке. Вот оттуда мы переехали, рядом заправка. А едем вон туда, поедем дальше. Это наш автобус. Вот остановка CTM Эссуэйра. Ну и мы идем искать отель. Сначала такси. Эссуэйра – портовый город в Марокко, известный с 7 века до нашей эры, с очень богатой историей. На протяжении многих веков он был центром морской торговли, переправой для караванов, а временами и убежищем для морских пиратов. Город постоянно укреплялся и перестраивался, пока в 19 веке не поменялись торговые пути и Эссуэйра потеряла свое значение. В 2001 году Медина Эссуэйры была внесена в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО. Здесь снимались многие известные фильмы, в том числе «Царство небесное» Ридли Скотта, «Игра престолов» и другие. Заселяемся в отель, обзор смотрите на канале, и идем гулять. Город приятно удивил, как будто в самом деле из средних веков, очень колоритно. Туристы, конечно, есть, но местного населения больше, и вся уличная торговля здесь также предназначена для местных. Например, живые куры или деревянная мебель. Смотрите, какая красота! Делают. Вручную делают столы. Столешницы. Угу. Супер. Слушайте, тут шикардосные вещи. Просто шикарные, да, продаются. Это абсолютно не турецкий базар, абсолютно не Китай. Там, где есть скопление туристов, делают на показ органовое масло. Якобы вот тут при вас оно перемалывается и отжимается. Улица с коврами. Тажины. Жинчики. Очень много бездомных котов, куда ж без них. Смотрите, какая милота. А один котик. И второй котик. Еще одни лежат. Привет. Хорошо вам. Еще один пришел. Здрасте. Слушайте, Медина просто шикарно. Медина Эссуэйра не зря сюда предлагают заехать. Там здорово. Вот тут какая-то подворотня. В общем, чем-то на Венецию похоже, да, только восточная. Видно, что не одна сотня лет этому всему.
Есть совсем маленькие скромные риады. Хотя, может быть, они внутри роскошные, непонятно. Фотография черно-белая, старые суэры. Она же Магадор. Видишь, ты так не выйдешь, короче. Блин, слушайте, ну прям жалко. В исторической части вот видно, что часть домов прям разрушена. И на расчищенном месте строится что-то новое, возводится. То есть вместо того, чтобы сохранить, они, блин, все сносят. Ну что, жаль. Что это сказать, да? Они это зря. Ну, конечно, они думают, у нас еще много осталось исторического, да? А на этом месте мы построим современный отель. Смотри, какая собака красивая, кожаная. Так, ну что, выходим мы из старого города на улицу. Где-то здесь у них выход к морю есть. Вот где-то там прямо и налево, что ли. По отзывам путешественников, в крепостной стене Эссуэры должны были быть выходы к океану. Но, видимо, из-за реконструкции доступ к ним оказался перекрыт, и пришлось искать проход за пределами Медины. Такси здесь, в отличие от Агадира, голубые. Как ни странно, но у них там в старом городе синагогу мы нашли, и здесь еврейское кладбище. В свое время евреи составляли 40% жителей Эссуэры. Вообще, в Марокко мне показалось, что очень спокойные люди, гораздо лучше, чем в Иордании. И даже, мне кажется, поспокойнее, чем в Турции. Ну тут трешамба, она такая, Ага. прям, блин, Господи. Индия отдыхает. Тут просто квартал какой-то автомастерских. Поэтому здесь прям срач конкретно. В общем, как будто в Афганистан какой-то попали. Ну, вообще, да. Жесткач. Не мужики. Он хорошо, что я издалека тоже на мужика похожа. Вот тут вот. Ага, блин, я ну что-то посмотрим. щас не увидел. Да нет, Проходу. должен быть. Ну что, мы все ищем выход к морю. Судя по карте, их два. Сейчас мы вам покажем, куда ходить не надо, как обычно. Пони. Не, ну туристов катают, нормально все, в принципе. Значит, нам можно ходить. Хлебушек продают. Ну что, посмотрим. Есть проход? Ха-ха, бинго! Смотрите, вот это проход к морю. Не ходите сюда. Ищите проход в старом городе. В общем, смотрите. У вас два варианта. Либо искать выход к морю в старом городе, либо туда с южной стороны обходить. Либо вот топать, как мы, через какие-то трущобы, мастерские, какие-то свалки. Чтобы найти вот это. Вот это тоже проход к морю. Ну, я не знаю, даже проход к морю или был. В общем, по сути, это какая-то... Проход к помойке. Это какая-то помойка. Это какая-то помойка, друзья. Боже, это реально свалка. Боже мой. Вот мы всегда, вот куда бы мы ни приехали. Ну, ты знаешь, это такая черная, подноготная, блин. Боже. Ой, кошмар, смотрите. Вот тут снимать трэш-контент, а? Ага. Вот классно. Народ не парит. Ну тут автомастерские, они тоже весь мусор свой выбрасывают. Ну что, с той стороны попытаемся пройти? Ну, Или мы уже дошли? Ну что, друзья, продолжаем наш трэш-репортаж из Марокко. Страна контрастов, просто страна контрастов. Помойка на помойке сидит какой человек, любуется океаном. Да. Смотрите, какие шикарные фикусы выбросили. У нас за них деньги платят немалые. А тут они вот на помойке лежат. Смотрите. У нас их выращивают до такого состояния. Вон, целое дерево выкинули.
Ну что, рукотворная гора из мусора. Все-таки за ней. Вот мы вон оттуда вышли. А местные бегают. И вот он океан. Вот тропинка к океану. Как говорится, кто ищет, тот всегда найдет. А там прям вообще что-то. Ага. Там мусорозавод какой-то. Да, ой, там, похоже, мусорный завод на берегу океана. Господи! Ну, нашли, что придумать, а? Марокко. Вот они все это выбрасывают. Частично смывается в море. Это частично смывается в море и решает их проблему мусора, да? Море приходит и немного забирает. Часть, совершенно Часть бесплатно. забирает, да. Да. И еще Потом еще часть. забирает. Вот так, друзья. Как бы проблема вывоза мусора решается сама собой. Ага. Бесплатно. То свалка есть, но она как бы не увеличивается. Не, ну как можно такую красоту, блин, сделать свалку? Дорогие друзья, сейчас отлив. Мы ради вас рискуем с сухими штанами и своими сухой обувью, можно сказать, чтобы снять для вас контент. Поэтому, пожалуйста, подписываемся, ставим лайки, нажимаем колокольчик. В принципе, вот такой мусор можно выбрасывать в море. Это органика, это кусок пальмы. Он тоже пеньки. А вот этот мусор не стоит выбрасывать, это пластик. Жирные чайки в Эссуэре просто жирнючие, огромные. В Агадире эти чайки на порядок меньше. Здесь ну просто пингвины какие-то летающие. Мальчишки ходят с металлоискателем, совочком, что-то копают. Пацаны чаек распугали. Тапок потерял. Чайное пастбище, лежбище. Артем проводит съемку для National Geographic. К сожалению, в марокканской Эссуэре не только красивые пляжи, старый город, но и, к сожалению, куча мусора. Только что мы отошли от свалки, а к крепостной стене прибило вон сколько. Количество огромное микропластика. Привыкайте, скоро это станет нашей повседневной жизнью. Этого все больше и больше. Здесь очень красиво на закате. Может быть, не сезон, но я не вижу никого, кроме нас. Туристов нет, есть только местные. Дети лазят вон там по скалам, ходят с металлоискателем. Местные кучкуются вот здесь вот около стеночек. И редкие собаки. Там можно уже подходит к стенам. Да, да. Так, не видишь, там нельзя подняться. Ну, сейчас вернемся. Там, возможно, мы не сможем пройти. Придется нам, друзья, возвращаться. В общем, вон там нельзя нам пройти, сказали. Он замахал руками, какой-то рабочий сказал: нет, 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 нельзя. Нельзя, так нельзя. Попробуем другой выход найти. Так, ну что, дорогие друзья, чтобы не обходить нам, мы вернулись через вот эту вот дырочку в заборе. Вечером старый город и новая Эссуэра заполняются народом. Сейчас будет большой проход по улицам без комментариев.
Просто посмотрите, послушайте атмосферу Марокко. الله عرفونا مع الله. You know it. You know anywhere that sells it? Or? Одно из самых главных и красивых шоу в Эссуэре называется «Закат над океаном». Провожать солнце собираются на крепостных стенах и местные, и туристы. Сколько желающих посмотреть закат. Красиво. Шоу закончилось, и служащий сгоняет зрителей со стены свистком и закрывает доступ до завтра. Пьем мятный чаек на крыше под шум океана и под живую музыку снизу. Ребят, после заката город преображается. Все выходят на улицы погулять, поесть местный фастфуд. Торговля оживает. Начинают активно продавать местную продукцию из повозок, овощи, фрукты. Пекут местные лепешки мсемен. Предлагают свежевыжатые соки, маринованные оливки и прочие марокканские разносолы. Ну давай. Вон гранат, супер. Утро в Эссуэре. С крыши нашего отеля виден главный городской пляж, куда мы сейчас и пойдем встречать рассвет. Итак, мы на главном пляже Эссуэра. Это широченная полоса мелкого плотного песка, очень пологий вход в океан, имеется обустроенный городской променад.
Здесь дно очень пологое, волны такие приятные, низенькие. Но мы вчера ходили на север, туда, где индустриальный район, где у них мусорный завод какой-то. Вот там волны, конечно, уже не покупаешься. Песок очень-очень мягкий. Вот, идешь, и он проваливается. Итак, вашему вниманию представляется восход солнца над Эссуэйрой. Смотрите, какая красота. Море ушло, оставив такой блестящий пляж, который отражает небо и солнце. Так красиво. Это можно снимать бесконечно. Девять часов утра. Самое время заглянуть в порт Эссуэйры, куда, по нашим расчетам, рыбаки должны привезти утренний улов. Синие лодки рыбацкие, а справа рынок морепродуктов. Знак не плавать, а ведь так сильно хочется именно здесь. Но такое впечатление, что мы пришли рановато. Чайки вон тоже ждут рыбу, а ее пока что нет. Здесь очень много велосипедистов на таких вот убитых велосипедах. Ну, смотрите, какие стоят транспортные средства. Смотрите, какая рыбацкая лодка, на которых они выходят в море. Издалека они кажутся маленькими. О, привет, рыжий кот. Красавчик пришел сюда. Ну что? Ну что, кот? Каких рыбов сегодня ел? Немного погуляв, возвращаемся в порт. И в 12 часов здесь уже гораздо веселее. Это уже прилавки для туристов. Здесь работают совсем мальчишки. Здесь тоже все красиво разложили для туристов. Местные все тусуются возле лодок и покупают в основном сардины большими мешками или ведрами. Идет разгрузка. Ящик за ящиком. Очень много. Ага. You know the name? Это вот местный деликатес, называется морские удочки. Но они очень ценятся Сейчас европейцами. смотри, вот такой вот можно набор взять, видишь, люди едят. Ну что, купили мы какой-то набор за 1 евро. Придется им отравиться. Ну, сейчас мы... Наверняка, а то устриц съели, есть подозрение, что не отравимся. Мы сейчас еще угля активированно съедим дома. Какой-то анчоус, Это, какой-то краб или что-то такое. это кусочек, по-моему, кальмара или что-то щупальце какое-то. Ну, в общем, все очень интересно, экзотично, но второй раз пробовать морепродукты в порту я не буду. Не настолько там все вкусно, чтобы рисковать своим здоровьем. Отзывы встречаются разные. Если идти дальше в этом направлении в сторону города, то на площади у моря будет неприметный выход на берег. В самом уголке можно выйти к морю. Вот так выглядит море сразу за крепостной стеной. В этих лужицах, которые остаются после отлива, иногда находятся вот такие морские жители. Смотрите, какое инопланетное существо.
Вот это, барьерный риф. Большая волна с океана может прийти внезапно, поэтому продумывайте пути побега заранее. Буквально несколько секунд назад мы здесь гуляли по океанскому дну. Да. Примерно такая здесь обстановка. Спокойная, расслабленная, как этот кот. Кот заглаженный туристами, такой гладкий. Не чуточку. Все эти крепостные стены и постройки относятся к 1506 году, когда португальцы начали строить форты через каждые 100 километров на побережье. Потом их сменили испанцы, которых в итоге вытеснили французы в 1629 году. Французы благодаря гибкой политике остались в Марокко дольше всех. И до сих пор второй язык здесь не английский, а французский. Не обошлось в Марокко и без кидалова. Обманули нас единственный раз на рыбном рынке в старой части города. Заказали на рыбном рынке готовку. Что-то там, сардины и... Половина рыбы сабля. И половина рыбы сабля. Ну, посмотрим. Значит, мы находимся на рыбном рынке Эссуэйре. Какая здесь система? Рыбный рынок вокруг ресторана. Выбираешь любую рыбу, платишь за рыбу и плюс платишь за готовку. То есть нам получилось 60 дирхам – это рыба сабля, и 70 дирхам – это 2 кучки сардин. Это все вместе с салатом, с чипсами, с готовкой. Получается 12 где-то евро или даже 11 евро. Ну, посмотрим. Ну, 130 дирхам. Это мы еще не знаем, что озвученная ранее цена, которую по моей просьбе показали на калькуляторе, вранье. Мы попались, поскольку за все время в Марокко нас никто не пытался развести. Как потом оказалось, здесь обманывают даже марокканских туристов. То есть безвкусная, не соленая, какая-то просто печеная рыба. Причем это вот рыба сабля. Просто запеченная, без масла, без запаха дыма абсолютно. Хотя хотела бы печка дровяная. Их, как называется рыба? Сардинки, да. Сардинки не чищенные, не потрошенные, с головой просто закинули в печку. Вот туристы ешьте. Я бы лучше больше заплатила, если бы было вкусно. Но это совершенно абсолютно как-то, безвкусная еда. Решайте сами, пробовать или нет. Ну и в окружении всего вот этого вот прекрасного. В итоге отдали 200 дирхам этим цыганам, и то потому, что больше не было. В общем, рыбный рынок Эссуэйре не рекомендую. Избегайте подобных непонятных мест, особенно тех, где нет меню. Второй день в Эссуэйре. Вокруг зрители на стене ждут заката, а мы сегодня спустились на пляж. Спокойно, без всякой толкотни. Ожидаем шоу вечернее, самое главное. У нас теперь собака есть, такая классная, она к туристам подходит, такая спокойная, ненавязчивая. Ну что, Артем, забираем с собой?
Поужинать решили в нормальном ресторане рядом с отелем. Смотрите, во всех марокканских кафе обязательно вам принесут оливки в каком-то виде. То есть какие-то закуски. И их местный марокканский хлеб. Ну, в этом кафе нам еще принесли, что не характерно, везде, где мы ели, этого не было. Еще какие-то сардинки. Ну, какие-то то ли анчоусы, Маринованные, то ли да, что. анчоусы. Артем у нас заказал чай с вербены. Тоже все сахар, но чуть-чуть. Никакой. Ну, давай тестируй, попробуем. Что-то у нас шкварчик. Шкварчит. Артем снимает тажин, я снимаю Артем. Ну, что такое сверху? Киви, что ли? Да. Вот ты хотела? Все, едим. В общем, это самый вкусный тажин из всех, которые я пробовала. Да. Я попробовала уже кусочек хлеба ароматный, такой прям очень вкусный. А это тертый сыр его посыпать сверху, да? Очень интересно, да, вкусно пахнет. Большие куски мяса. Рекомендую. Кускус? Супер. И сверху были вот такие сухофрукты, кусочек киви, абрикос, инжир и там еще орешки. Ну-ка попробуй, зацени. Ну как? Вкусно? Вкусно, да? Ну, вот я тебе говорю, лучше, чем... Намного лучше за ту же самую цену покушать в хорошем ресторане, чем где попало в порту. Кстати, рыбу тоже готовят. Извините, я отключаюсь, надо это все съесть. Сегодня погода у нас облачная. Завтра, в принципе, ожидается такой же. А чайки все так же кричат. Только нам нужно выселяться из отеля и топать на автостанцию, чтобы ехать в Марракеш. Если вы покупаете билеты онлайн, обратите внимание, что это разные компании. Супратур имеет свой вокзал. И другая компания популярная, у нее другой вокзал в центре. Станция Супратурс находится практически сразу за стенами старого города. Мы чуть было не уехали на станцию СТМ, которая находится в другом месте. Ну, мне здесь нравится, мне такой небольшой уютный вокзал, прям рядом со старым городом. Так, возле вокзала есть туалет небольшой, 2 дирхама, чистенький платный туалет. Чайки, как обычно, коты. Ну вот наш автобус.